Должен сразу сказать, что чувствую себя крайне неуверенно, когда прихожу читать лекции по социологической теории на художественные выставки. Это примерно как если бы абориген приехал к антропологам и начал им рассказывать, как его именно надо изучать. Потому что в процессе познания того, что такое агентность действующих вещей, что такое агентность материала, художники объективно гораздо лучше социологов справляются с этой задачей. И тем не менее, я попытаюсь сегодня показать, какие есть точки пересечения между социологией и современным искусством именно в том, что касается осмысления этого типа агентности. Собственно, я начну, наверное, с небольшого эксперимента, который позволит прояснить вот ту проблематику поворота к материальному, который произошел в социологии порядка 30 лет назад. Обратите внимание на этот текст. Да? Я ненавижу это делать, но поскольку это эксперимент, я должен его зачитать, извините. Взаимопроникновение стало главным источником культурной энергии нашего десятилетия. Ранее существовал традиционный огромный культурный разрыв между естественными и гуманитарными науками, пропасть между художественной культурой, формальным миром искусства и политики, научной культурой, сферой машиностроения и промышленности. Но стены пропасти крошатся и осыпаются. Техническая культура вышла из-под контроля. Современный научный прогресс настолько разительный, тревожный, возмутительный и революционный, что его уже не сдержать. Он массированно вторгается в культуру, он агрессивный захватчик, он везде. В виде товаров, машин, коммуникационных технологий, продуктов питания, произведения искусства, городских территорий, появляется новый мир материальности и объектности. Разговаривая с разумными машинами, модифицируя свое тело посредством технологий протезирования и генной инженерии, срастаясь с мобильными телефонами, блуждая в виртуальном пространстве, воплощая фантазии робототехники, мы смешиваем собственную человеческую сущность с активными и деятельными объектами в завораживающей, но приводящей в замешательство манере. Тела стали киборгами, кибернетическими организмами, состоящими из гибридного техноорганического материала. Биологические тела превратились в кибернетические системы коммуникации, протезы конечностей, электросхемы, импланты, пластическая хирургия, генетическая модификация. Еще мощнее звучит тема вмешательства в человеческий разум. Интерфейс, мозг-компьютер, искусственный интеллект, нейрохимия. Техника дает новое радикальное определение человеческой природе. В чем специфика этого текста? Я его собрал по частям из произведений писателей-фантастов и теоретиков социальных наук, причем социологов и антропологов. Попытайтесь угадать, какие из этих фраз принадлежат писателю, причем писателю-утописту, писателю-фантасту, а какие вполне себе почтенным деятелям академической и социальной науки. Есть версии. Кто может с уверенностью сказать, какая из них... Так, вы слушаете эту лекцию 6-й раз, Арсений, спокойно, без читинга. Какая из этих фраз принадлежит кому? Причем я сразу скажу, это вполне академические издания научные, в которых были опубликованы социологические тексты. Есть уверенность. Отлично. Да. Окей, а все остальное типа академично, да? То есть... Да, ну, я старался, во-первых, да. Да, потому что, то есть, интуиция, которую схватывает писатель и социологи, и антрополог, это примерно одна и та же интуиция. Но самое интересное, что они выбирают одни и те же риторические средства, чтобы ее выразить. Да? Более того, приводят одни и те же примеры в своих текстах. Есть кто хочет с уверенностью сказать? Я могу сказать сразу, я дал это порядка 40 своим коллегам, и ни один не смог внятно провести границы, причем двое из них занимаются поворотом к материальному. То есть они 100% читали эти тексты. Первая фраза принадлежит Брюсу Стерлингу, это манифест киберпанков, вы абсолютно правы. Действительно, вот литературщина выдает. Вторая цитата из работы Пелса, Хезерингтона и Ванденберга, написавших большой текст про поворот к материальному, который, собственно, открыл первый сборник журнала Theory, Culture and Society, посвященного этому движению. Это, собственно, первый программный текст движения. Далее Донна Харовей, антрополог, собственно, одна из таких ярких деятелей теоретиков феминизма в антропологии. И последнее предложение – это опять Брюс Стерлинг. Собственно, поворот к материальному именно как теоретическое исследовательское направление, породившее огромное количество эмпирических исследований, начинался именно с такого рода манифестаций. Причем манифестаций предельно похожих на тексты, которые писали в это же время отцы-основатели киберпанка. В каком-то смысле акторно-сетевая теория, к которой обратились организаторы выставки, связанная с именами Брюно Латура, Мишеля Коллона, Джона Ло, Ан-Мари Мол, это такой киберпанк от социологии. Именно там было впервые очень четко сформулировано требование полностью сменить оптику социологической теории для того, чтобы вернуть вещам их агентность, вернуть им материальность, вес и онтологический статус. Поэтому второе, более часто употребимое название поворота к материальному – это онтологический поворот.
И действительно, когда мы сегодня говорим, например, о том, как материальные объекты действуют в социальном мире, кажется предельно странным то, что на протяжении почти 100 лет социология практически тотально игнорировала материальность социального мира. Мы сейчас поговорим о том, почему это было так. Но, например, вот недавний случай, буквально пару месяцев назад, я думаю, многие уже видели это видео, впервые беспилотный автомобиль Uber во время испытаний сбил человека насмерть. Да, этот кейс нам интересен почему? Потому что, и почему, собственно, сейчас много работ, которые посвящены этому кейсу, это впервые во время судебных слушаний использовалось выражение «ответственность машины». То есть автомобиль может быть ответственен за смерть человека. Ему может быть делегирована ответственность. В этом смысле юристы идут сильно дальше нас. На последнем юридическом конгрессе, уже не на последнем, а на предпоследнем, одна из секций была посвящена правам вещей. Причем они реально идут дальше нас, потому что у них, например, есть понятие «смерть вещи». В социальной теории пока нет понятия смерти вещи, но я надеюсь, появится в ближайшее время. Другой кейс, не менее трагичный, произошел несколько лет назад, уже не с автомобилем Uber, с беспилотным, а с беспилотным автомобилем Tesla. Собственно, человек по имени Джошуа Браун, один из энтузиастов движения, вот, собственно, за внедрение, скорейшее внедрение беспилотных автомобилей, бывший морской пехотинец, который в свое время очень много сделал для популяризации беспилотного автотранспорта в США. В частности, вот это вирусное видео, которое тоже, наверное, кто-то из вас видел, когда он едет на Тесле и не замечает кран, который подрезает его, перестраиваясь через сплошную, а Тесла успевает, конечно, заметить, маневрирует и спасает ему жизнь. И вот это вот видео, которое называется «Тесла спасает жизнь пилота», оно обошло там порядка 15 миллионов просмотров. К сожалению, Тесла не спасла жизнь его спустя год после того, как он запилил это видео на YouTube. Дело в том, что он, когда ехал, он нарушил одну из инструкций, он не держал руки на руле. Это довольно забавная история, связанная с тем, что Tesla требует от всех пилотов, которые пилотируют странно звучит, да, пилот беспилотного автомобиля. Но тем не менее требует сохранить руки на руле для того, чтобы создать некоторую погруженность и видимость вовлеченности в процесс вождения. Но бывший морской пехотинец совершенно справедливо заметил какой-то смысл вообще в беспилотном автотранспорте и читал книжку в это время. Навстречу разворачивался грузовик, просвет между колесами очень высок, Тесла не распознала это как препятствие, потому что слишком большой просвет, не запрограммированный, не внесенный в алгоритм, попыталась проехать под ним, и, к сожалению, Джошуа Браун погиб. Собственно, все эти кейсы показывают, что сегодня мы действительно сталкиваемся с ситуацией, когда уже не очень понятно, кто действует, в какой степени это ответственность самого Брауна. Но даже если бы у него руки были на руле, он что, успел бы, что ли? В какой степени это ответственность, например, человека, который выскочил на неосвещенной улице прямо перед автомобилем Uber, в частности, да? У нас эти ситуации возникают постоянно, и юристы вынуждены сегодня разрабатывать эту теорию ответственности вещей. Что интересует здесь социологов, это две проблемы. Первая, та, которая связана с ситуацией, социальной ситуацией, погруженностью, вовлеченностью в нее. Например, то, что у нас называется фреймом. За минуту до того, как человек выскочил на дорогу, водитель Uber был в смартфоне. Это не запрещено Uber, в отличие, кстати, от Tesla. Соответственно, он просто не успел бы увидеть. Но даже если бы он успел увидеть, что принципиально изменилось бы в этой ситуации? Тем не менее, для социологов техники, которые изучают фреймы, социальные ситуации, взаимодействия людей, очень важно, что техника делает с нашей погруженностью в этот мир. Сегодня никто из нас по-настоящему не находится там, где он находится как физическое тело. Благодаря техническим девайсам, которые всегда с нами, поход с женой в ресторан превращается в увлекательный просмотр ленты в Фейсбуке. Пока она что-то говорит, параллельно тоже просматривая ленту в Фейсбуке, а ваша дочь в этот момент фотографирует еду в Инстаграм. И вроде как хорошо поговорили. Но к этому мы вернемся чуть позже, когда будем говорить о концептуализации социального. Вторая проблема – это проблема, собственно, ответственности автомобиля. И это уже не столько история про Tesla и Uber, сколько про Google Car. Проблема в том, что автомобиль успевает распознать человека быстрее, чем вы. И он потенциально может успеть свернуть. Но в этот момент он создаст очень серьезную угрозу жизни для водителя. И потому те, кто программирует беспилотные автомобили, вынуждены решать этическую проблему. Если он свернет, он подвергнет жизнью, он, наверное, спасет вот женщину, которая выскочила перед машиной, но может убить вас и ваших детей. Кто будет покупать автомобиль, который в такой ситуации его убьет? С другой стороны, как взять на себя ответственность за убийство человека, даже если он выскочил с велосипедом, груженным тяжелыми покупками, прямо перед колесами вашего автомобиля?
Google Car гениально решил эту задачу. В тот момент, когда кто-то выскакивает перед автомобилем, Google Car понижает свою способность к обсчету ситуации на дороге до уровня человеческой. Это означает, что если бы вы успели увидеть человека, то и он свернет. А если бы вы не успели увидеть человека, он и успел, но он не свернет. Он начинает имитировать вас. Таким образом, полностью делегируя ответственность потенциальному обобщенному водителю. То есть у нас машина, чтобы снять с себя ответственность, начинает косплеить водителя. Это, к слову, о странных зеркальных отношениях между человеческими и нечеловеческими агентами. Но давайте все-таки вернемся к социальной теории ненадолго. Дело в том, что одна из вещей, которая поражает Брюно Латура, начинающего этот крестовый поход за возвращение вещей в социальную теорию, это вопрос, а почему, собственно, социологи настолько слепы, что не видят материальность объектов? Вот у художников нет с этим проблемы. Особенно, например, у отечественных художников 20-х годов, которые выразили огромное количество очень сильных интуиций в произведениях искусства, на которых мы паразитируем до сих пор. Это немецкие художники, это движение «Neue Sachlichkeit», да, «Новая вечность», и так далее и тому подобное. Вот искусство всегда очень внимательно работало с проблематикой материальности и агентности материальности. То есть это как раз искусству не нужна акторно-сетевая теория для того, чтобы всерьез отнестись к этой проблеме и отрефлексировать ее. А вот акторно-сетевой теории очень нужно было искусство для того, чтобы эту новую интуицию сформулировать. Отсюда, собственно, такой странный, отчасти патологический альянс между тем движением, где создалась акторно-сетевая теория, которая называется Science Technology Studies, прошу прощения, область, не движение, движение поворот к материальному. И таким направлением современного искусства, как Science Art. То есть сегодня на международных выставках, посвященных Science Art, вы услышите больше выступлений толковых социологов материальности, чем на социологических конференциях. То есть это касается в том числе и России. Особенно если это делает Дмитрий Булатов, вы можете быть уверены, что в этот момент там будет половина социологов тусоваться, которые никогда не пойдут на социологическую конференцию, потому что ненавидят друг друга. Но художников все любят, особенно кураторов. Это же нормальные люди, в отличие от нас. Латур задает вопрос, что не так с социологией? Что социология, как язык описания мышления о мире, не видит? Почему она не видит материальность? И здесь нам надо уже не поговорить не о материальности, а о том, что такое социальный мир. Первый и самый простой ответ состоит в том, что социология, она же про людей, да, а вот как бы это вещи. Но социология не про людей. Она никогда не была про людей. Точно так же социология, она не про общество. У нас было такое понятие, нам за него немножко стыдно, мы его больше не используем. Сказать, что социология – это наука об обществе, это можно сказать, что психология – наука о душе. У них тоже был период, когда они думали, что они наука о душе, но быстро исправились. Мы тоже пытаемся, но нам не верят. Социология – это наука о социальном мире, и проблема в том, что социальность понимается тремя очень разными способами, хотя и взаимодополняющими. Первый, наиболее фундаментальный, связан с именем Томаса Гоббса. Вот та интуиция, которую приносит он в работе 1651 года «Левиафан», потом закрепляется сразу у двух наших ключевых теоретиков, у Фердинанда Тёниса и Эмиля Дюркгейма. Это представление о социальном мире, о социальности, как о нашей способности какое-то время не убивать друг друга. То есть до Томаса Гоббса, до 1651 года, на протяжении 2000 лет, благодаря всей традиции политической философии, философы были глубоко убеждены, что внутри человека есть что-то, что называется врожденной солидарностью. Греки называли это «nomos agraphos», да, неписанный закон. А римляне, когда все украли у греков, стали называть это «jus aeterni» или «jus naturale», да, естественный закон. И поэтому на вопрос, например, почему мы не убиваем друг друга, Цицерон, стоики, как хором отвечают, потому что есть некоторый божественный, естественный, неписанный закон, которому мы все так или иначе следуем. Гоббс в этот момент задает издевательский вопрос. Он говорит, если мы все следуем божественному закону, и у нас есть внутри способность жить в мире с другими людьми, то вы, когда из дома уходите, вы что, дверь на ключ закрываете? Что-то как-то вы не сильно доверяете, да, божественному закону, в других, в соседях особенно. Гоббс продолжает, вы не только свою дверь на ключ закрываете, вы еще и ящик, где у вас деньги лежат, на ключ закрываете, чтобы служанка не украла. Да, то есть уже совсем высшая форма недоверия. А когда отправляетесь в другой город, берете с собой охрану. Вот как-то не очень-то работает в повседневной жизни естественный закон, говорит Гоббс. И предлагает нам такой мысленный эксперимент. Он говорит, представьте себе ситуацию, в которой у людей нет никакого естественного закона и никакого стремления или даже способности жить в мире с другими людьми. Все, что у него есть по природе, говорит он, отвечая на базовый вопрос философской антропологии, это некоторый здравый смысл, то, что он называет recta ratio, да, прямой ум. Это интерес к высшим сферам. Вот религию он, кстати, помещает в человеческую природу, а социальные оттуда полностью зачищает. И это инстинкт самосохранения, переведем это на современный язык.
Таким образом, человек хочет оставаться живым как можно дольше, он здравомыслящий человек, у него есть какой-то интерес к высшим сферам, у него нет никакого интереса к другим людям, и более того, у него есть постоянный интерес к тому, чтобы приращивать и приращивать. Для того, чтобы украсть у соседа все, что только можно. И поэтому естественный закон, говорит Гоббс, это не убей. Естественный закон – это убей. Вот это, говорит он, вполне естественное человеческое состояние. Соответственно, главное, говорит он, требование – это самосохранение. То есть это единственное, чему вы следуете. Никакой благой воли к другим людям у вас в природе нет. Да, то есть мне очень нравится фрагмент, где он осуждает алкоголизм. То есть вот не потому, что это падение нравов, а потому, что это снижает вашу способность к самообороне. Вот и все, единственная причина. Но в какой-то момент, говорит он, в этом мире, и там есть одно важное условие в этом мысленном эксперименте, там каждый может убить каждого. То есть не работает теория экономистов о том, что самые крутые бандиты объединились, навязали правила игры всем остальным и назвали себя государством. Нет. У Гоббса государство может возникнуть только одним способом. Если все люди, понимая, что если они продолжат творить то, что они творят в естественном состоянии, их грохнут, заключают общий договор. Вот, собственно, откуда теория общественного договора. Они договариваются не с сувереном. Они договариваются друг с другом о том, что им, похоже, нужен арбитр. То есть суверен – это производная от договора. И в этот момент, говорит он, они обменивают свою естественную свободу убивать на гражданское право не быть убитым. С этого момента появляется новое политическое тело, которое позднее назовут обществом, а потом перестанут так называть. Но так или иначе, да, обратите внимание, что у Гоббса нет. У него там вообще материальности нет никакой. То есть чем они друг друга убивают, непонятно. В этот момент мы скажем, окей, но там есть материальность, потому что они же за что-то борются. На это Гоббс отвечает прямым текстом. Даже если бы в этом мире не было абсолютно никаких материальных благ, они бы все равно убивали друг друга из стремления к почестям. Да, нормально. То есть мало того, что это мир, где абсолютно голые люди бегают, при этом мир, где по условию задачки заложено, что там каждый может убить каждого, то есть как минимум мир после полковника Кольта, да, который пришел и уравнял все шансы. Но тем не менее Гоббсу не нужна материальность. Он пытается сделать общество из отдельных индивидов, наделенных здравым смыслом и желающих непрерывно замочить соседа. Почему для социологии эта интуиция, эта концепция социальности настолько важна? Потому что она выводит социальное из природы человека, убирает его оттуда. И это означает, что если мы хотим понять, как устроен социальный мир, нам не надо лезть в человеческую природу, ее там нет. Нам не надо лезть в психику, ее там нет. Социальное, оно между людьми. То есть оно не внутри человека. И поэтому социология – это не психология, не философская антропология, это отдельная дисциплина. Гоббс – первый, кто делает социологию возможной. Теперь социальное – это про порядок, про права, про солидарность, про доверие, да, то есть все то, что мы так любим, и про социальные связи между людьми. Главное помнить, что связи эти носят достижительный характер, а не по природе человека. Теперь давайте посмотрим на исследования, которые мы провели. Мы проводим исследование Евробарометр в России, там уже 5 лет, 2 раза в год. Мы анализируем динамику основных социальных установок в стране и используем для этого методологию европейского исследования Евробарометр. Вот, в частности, что мы обнаруживаем, что Россия, и если мы начинаем сравнивать это с выборкой Евробарометра, одно из самых технооптимистических государств, которые мы знаем. То есть сегодня технооптимизм стал своего рода политической повесткой. Здесь 42%, больше, чем где бы то ни было, уверены, что при помощи науки и техники, я выбросил, в ближайшее время можно решить любые проблемы человечества, причем прежде всего гуманитарные, голод, геноцид и так далее. То есть на правительство никто больше не надеется, все надеются исключительно на науку и технику. Но при этом в чем специфика России здесь состоит? В том, что у нас высокий уровень доверия технике связан с крайне низким уровнем доверия политическим институтам. И, кстати, не только политическим. Российские технооптимисты настолько суровы, что они любят робота-судью и предлагают внедрить его немедленно. Не потому, что они так любят технику, а потому что посмотрите на наши суды. Наш уровень поддержки беспилотного автомобиля почти как у Джошуа Брауна, да, царство ему небесное. Но не потому, что мы так любим технику в беспилотном автомобиле, а потому что у нас крайне низкий уровень обобщенного доверия. Уровень обобщенного доверия – это ответ на вопрос, как вы считаете, является ли человек в целом такой тварью, как выглядит. Да? Ну, там у нас в анкете несколько иначе сформулировано. Так вот, в 2014 году по всем опросам и World Value Survey, и Edelman Trust Barometer Россия находилась на одном из последних мест,
Дальше мы мониторили по Евробарометру в России, так вот она оказалась на уровне ошибки выборки. Но вопрос, как вы считаете, заслуживают люди в целом доверия или никогда нельзя быть слишком осторожными, когда ты имеешь с ними дело, сейчас отвечает примерно 3,5% «да». То есть отвечает, что они нормальные, как бы с ними можно иметь дело. Соответственно, беспилотный, вот эта вот поддержка беспилотного транспорта, доверие технике связано как раз с просто чудовищно падающим доверием человеческой природе в целом. Мы гораздо больше доверяем своему смартфону, чем своему депутату. Для политической теории это имеет серьезные последствия. То есть в ситуации, когда вы доверяете больше своему смартфону, чем соседу, больше смартфону, чем депутату, вы увеличиваете количество того, что вы делегируете, того, что вы можете передать, тех действий, которые далее совершает вместо вас ваш агент, ваш технический агент. Он знает о вас больше, чем ваши родители уже. Соответственно, ну вот, да, это для сравнения Штаты, где автоматизация и роботы, и вообще действия технических объектов и их распространение вызывают панический ужас. То есть единственное исключение – это вот робот, который может заботиться о стариках. Беспилотный автомобиль тоже более или менее, а вот алгоритм, который нанимает и оценивает работников, опять же, в контексте недавних обсуждений, потому как Китай вводит этот индекс замечательной оценки вообще всех граждан, который будет полностью роботизирован и основан на распознавании лица, почему будет уже внедрен, опасения, кажется, немного обоснованы. При этом Китай такая же технооптимистическая страна, как и Россия, что интересно в этом вопросе. И тоже с очень низким уровнем доверия человеческой природе. То есть, кажется, есть какая-то корреляция. То есть за последние 30 лет человечество потеряло веру в человечество и приобрело веру в технических посредников, которые в этом смысле, если мы вернемся к Гоббсу, являются действительно уже действующими субъектами. Это то, чему вы доверяете, то, чему вы делегируете действовать от вашего имени. Этого всего Гоббс не знал. И когда Латур начинает бить в концептуализацию социального, он выбирает именно эту линию. Он выбирает именно эту концептуализацию социального. Они пишут работу, да, раскручивая Левиафана. То есть если мы хотим понять, как устроено политическое тело, нам нужно ответить на вопрос, какую роль в его конструировании играют материальные объекты, да, как действующие субъекты этого нового политического тела. Но проблема в том, что вторая линия концептуализации социального, она еще хуже для вещей. Это то, что связано с теорией социального действия. Если у нас часть социологов верит, что социальное – это про солидарность, доверие и политический порядок, другая линия, связанная с именем Макса Вебера, говорит, нет, но социальное – это не про солидарность, это про смысл. Это про тот смысл, который вы вкладываете в ваши действия. Вот, например, он говорит, едет человек на велосипеде, и в уме решает какую-то теоретическую задачу. Какое социальное действие он производит? Ну, явно же не вращение педали. Нельзя сказать, что он едет на велосипеде как социальное действие. Нет, вот то, что он в этот момент решает задачу социальную, теоретическую, прошу прощения, вот это социальное действие. И до тех пор, говорит он, пока он не споткнется, не упадет, не обвинит в этом другого велосипедиста, пока не прибежит полицейский, социолог ничего не может про это сказать. Его не интересуют эти обыденные повседневные рутинные действия. Тут на него обрушивается Латур с криком «в смысле не интересует?». Социолога должно интересовать именно то, как он крутит педали, его должно интересовать устройство самих педалей, его должно интересовать все, что касается покрытия дороги. Социология должна вернуть, наконец-то, покрытие дороги и велосипедную цепь, обратно сделав ее объектами социологического исследования. Наконец, третья линия, связанная с... Мы еще поговорим про теорию действия, потому что она стала в конечном итоге главной жертвой поворота к материальному. Потому что у Вебера была последняя защита. Действие – это то, что связано с субъективно полагаемым смыслом. Какой субъективно полагаемый смысл может быть у машины? И в этот момент появились нейросети. И, кажется, мы столкнулись с ситуацией, когда у машины может быть субъективно полагаемый смысл. То есть Латур прицелился и ударил не по той линии теории социального, его нужно было бить сразу по Веберу. Ну и третья линия, о которой я буду говорить, может быть, немножко меньше, но мы ее уже упоминали. Она связана с теорией фреймов, с теорией взаимодействия, социальными ситуациями. То, что мы делаем, когда работаем как микросоциологи, изучая, что, собственно, техника сотворила с нашим повседневным социальным взаимодействием. Но гораздо интереснее, конечно, посмотреть, откуда берется этот драйв ненависти у теоретиков материальности и почему они вдруг начинают кричать, что нам нужно срочно всем вашим смартфонам придать статус действующих агентов. Потому что, говорят они, посмотрите, как социологи плохо работают с вещами. В первом случае вещи у Гоббса вообще невидимы, за них даже не воюют. Во втором случае вещи не имеют значения, потому что какой смысл может положить вещь в качестве основания собственного действия? Да, никакого. Вещь невидима, потому что вещь у нас в лучшем случае относитель смысла. Мы смотрим на эти замечательные модули и говорим, мы могли бы их собрать как угодно, но почему-то собрали их именно в классической форме аудитории. Да, с некоторой отсылкой к древнегреческой агоре, но при этом нет.
Да, то есть материальность этих объектов исчезла в тот момент, когда они стали объектами, на которых вы сидите так, как вы бы сидели в любой классической университетской аудитории. И вот этот теоретик фреймов торжествует, кстати. Он говорит, вы же понимаете, социальный фрейм аудитории гораздо более весомая вещь, чем материальность этих несчастных пуфиков. Потому что они могли бы быть вообще любыми, и замечательный художник мог бы отсылать хоть к горе, хоть к Римскому форуму, мог сложить их из обломков романских колонн, но все равно для того, чтобы провести лекцию, вы сложите их так, чтобы людям было удобно сидеть, потому что это фрейм коммуникации жесткий и устойчивый. У Гофмана есть замечательная фраза про то, что шахматная партия остается той же самой шахматной партией, независимо от того, сыграна ли она на доске или по переписке. В тот момент, когда вещи начинают творить с социальным миром то, что мы видели на примере, например, беспилотных автомобилей, это уже не та же самая шахматная партия. Шахматная партия, которую вы играете на компьютере, не та же самая, которую вы играете с другом в парке на деревянной доске. Это удар по теории фреймов. Хуже того, шахматная партия, которую вы играете с компьютером, не та же самая шахматная партия, которую вы играете с человеком. Вот это уже удар по теории действия и по Веберу. Но, возвращаясь на секунду к Латуру, он говорит, то, как мы работаем с материальностью, напоминает то, как искусствоведы работают с картинами Vanitas Vanitatis. Ни один объект здесь не виден как объект. Каждый из них представляет собой символ чего-то. Кто-нибудь когда-нибудь читал искусствоведческие работы по вот этим замечательным голландским натюрмортам? Они все как будто под копирку написаны, да? Обратите внимание, например, череп – символ смерти, мыльный пузырь – символ быстротечности существования, карнавальная маска – символ пустого существования, бутылка – пьянство, а мы-то думали, испорченные фрукты символизируют старение, оружие – символ власти и так далее. Можно кластерами сразу, да? Кубки, игральные карты или кости – знак поиска удовольствия грешной жизни. Пустой стакан, противопоставленный полному, символизировал смерть. Золотые и серебряные вещи напоминают о недолговечности и роскоши. Стекло символизирует хрупкость, белоснежный фарфор – чистоту и так далее и тому подобное. Ни одна вещь не остается материальной. Она просто становится знаком. И дальше социолог, точно так же, как здесь это делает искусствовед, начинает внимательно декодировать социальные символы классового статуса из ваших смартфонов. Социолог смотрит на ваш смартфон, и он не видит смартфон, он видит, сколько вы зарабатываете. А заодно стиль вашего потребления и способ выпендрежа. Это тоже предельно важный для социологии концепт, называется демонстративное потребление. Он анализирует любой материальный объект с точки зрения скрытых социальных смыслов. Любая материальная вещь становится в этот момент символом той социальной структуры, которую мы изучаем. И именно этому пытается бросить вызов поворот к материальному, именно с этого он начинается. Хватит декодировать объекты материального мира. А что тогда делать? Надо посмотреть, как они действуют. И вот здесь появляется первый сильный ход, первая теоретическая ставка поворота к материальному. Мы изучаем не репрезентации, не символы и не смыслы. Мы изучаем конкретную работу каждой конкретной вещи. За этот ход нам потом придется очень дорого заплатить. Сегодня это привело, по сути, к расколу внутри поворота к материальному. Но пока давайте сделаем этот ход и посмотрим, что он нам даст. И снова пойдем в современное искусство. Я думаю, многие знают проект Вафа Белала 2007 года, да, когда он запирает себя в комнате, ставит пейнтбольное ружье, и любой человек в любой точке земного шара может зайти на сайт и поиграть в такую игру, называется «Постреляй в иракца». То есть он направляет это пейнтбольное ружье на человека, который в этот момент, может быть, даже и спит, потому что, как вы понимаете, в тот момент, когда у него ночь, у вас вполне может быть день. И совершенно безнаказанно стреляет. Выбраться он из этой комнаты не может. За непродолжительное время, которое художник ставит над собой этот эксперимент, люди из 42 стран делают несколько десятков тысяч выстрелов по нему. Это, к слову, о правоте Томаса Гоббса. Да? Но при этом интуиция, которая здесь схватывает Белал, это интуиция, я думаю, все понимаете, на что это аллюзия, да? На дроны. Вообще использование дронов сегодня в военных конфликтах на Ближнем Востоке порождает совершенно новые вызовы для социологической теории. Вот так он примерно и прожил какое-то время. Дрон устроен следующим, причем для всех трех типов социальных теорий. Для тех, кто занимается, вслед за Дюркгеймом, Тёнисом и Гоббсом, проблемой социального порядка, доверия и солидарности. Для тех, кто вслед за Вебером занимается проблемой смысла социального действия. Для всех, кто вслед за Зиммелем, а позднее Гофманом, занимается исследованиями социальных ситуаций человеческого взаимодействия. В чем проблема, где здесь ломается наша теория социального? Два человека сидят в Неваде. Один из них пилот, второй наводчик, сенсор. Они поднимают дрон где-то в Ираке. Выполняют задание, сажают дрон обратно на базу, идут пить кофе. Возвращаются после обеденного перерыва, поднимают дрон в Афганистане,
выполняют тактическое задание, связанное с выстрелами и смертями, сажают дрон обратно и возвращаются к женам, которые живут здесь же неподалеку. Одна из любопытных особенностей, выясненная Мэтью Пауэрсом в 2011 году, в ходе его расследования, к сожалению, Пауэрс погиб 2 года спустя, уже на другом расследовании, состоит в том, что психологическое выгорание у пилотов дронов гораздо выше, чем у пилотов боевых самолетов. Пилот дрона оказывается в куда худшей психологической ситуации. Мы еще не научились действовать на расстоянии. Он оказывается в раздвоенном мире, где он убивает людей на другом континенте. И у него нет психологических механизмов справиться с этой ситуацией. Гениальный выход нашли американские психологи. Вот горжусь собратьями, бывшими психологами, в смысле, как клинический психолог по базовому образованию. Они сделали интерфейс Siri, так что пилот теперь спрашивает, то есть, вернее, машина спрашивает пилота: вы точно хотите убить этих людей, да? Да, отвечает он говорит: ну ладно, и в случае чего всегда можно делегировать ответственность, потому что это как бы она сама решила их убить, да? Но пока, похоже, как бы психологическое выгорание не снизилось. В чем здесь вызов для теории фреймов? В том, что мы теперь больше не можем понять, в какой ситуации находятся эти люди. Они находятся в ситуации непосредственного соприсутствия в Неваде, но при этом действуют они в Афганистане и в Ираке. Само понятие человеческого взаимодействия растянулось таким образом, что мы уже не можем до конца сказать, где, собственно, находится действующий. Собственно, мы это знаем на собственном опыте. Когда Ирвин Гофман, например, анализирует фреймы человеческого взаимодействия, он счастливый человек, еще смартфонов нет в это время. Да, сегодня, например, ему было бы очень сложно проанализировать фрейм взаимодействия в метро, потому что люди, которые находятся в метро и параллельно читают, не очень понятно, они в этот момент в метро или нет. Если он коммуницирует с кем-то в мессенджере, он где? Где его, собственно, локализация? Это тоже очень хорошо схвачено именно современным искусством. Вот это проект Джейми Аджера, который называется «Изофон». Все знают, что такое сенсорная депривация, да? Можно не рассказывать про то, что вот, человеку можно погрузить в соляной раствор, надеть очки, да, и какое-то время он начинает терять границы собственного тела, и если полежит пару часов, то его надо будет заново учить ходить. В общем, то, что использовалось как инструмент пыток в некоторых военных конфликтах, когда человека намеренно вводят в такое состояние, после чего он гораздо быстрее раскалывается на допросе, в Москве, как выяснилось, можно за скромную сумму полежать полчаса в ванне сенсорной депривации. Это такое, вот то, что орудие пыток в Афганистане, в Москве это развлечение для менеджера среднего звена. Но правда, там не пара часов, а всего несколько десятков минут, это большая разница. Изначально вообще использовалось для тренировки пилотов, которые летали бомбить через океан, потому что когда они падали и бултыхались полдня в океане, они после этого сходили с ума. Но вот Джейми Аджер сделал гениальную вещь. Он запихнул в ванну сенсорной депривации незнакомых людей, у которых, соответственно, единственное, что связывало с внешним миром, это телефон, который был помещен в шлем. И на проводе находился точно такой же человек в другой такой же ванне. Понимаете, никаких других сигналов, кроме звука голоса другого человека, не поступает. Вы не чувствуете собственного тела, вы не чувствуете его веса, вы ничего не видите. То есть вы лишены любого контакта с миром, за исключением связи с человеком, который находится в такой же ситуации. После чего Аджер, и тут надо сказать, это как раз яркий пример альянса между Science Technology Studies и Science Art. Это лаборатория в MIT, которая на самом деле является художественным центром, они все художники. Но MIT, с одной стороны, хочет взять на ставки художников, а с другой стороны, не знает, как это сделать, поэтому он их оформляет как лабораторию, и они получают зарплату исследователей. Поэтому каждый свой арт-проект эти прекрасные художники в MIT вынуждены мимикрировать под научные исследования. И надо сказать, что по качеству их научные исследования иногда гораздо лучше, чем научные исследования. Вот, например, здесь у нас огромное количество транскриптов того, как начинает распадаться речь. То есть первое время люди поддерживают некоторый фрейм беседы незнакомцев в купе поезда, потом их начинает крыть, они начинают рассказывать абсолютно всю свою жизнь. Через какое-то время речь деградирует до междометий, то есть они уже не могут собрать никакого связанного высказывания. Как он объясняет это? В классическом духе теории фреймов. Да? Мобильные телефоны деконтекстуализируют беседу, они выдергивают из конкретного социального окружения, предлагая пользователю свободу коммуницировать из любой социальной ситуации, независимо от ее уместности. Вот, соответственно, проект «Изофон» пытается отнестись к этой странности и разбалансировке, предлагая пространство полностью посвященное коммуникации.
Таким образом, первое, что полетело в случае с дронами, вернемся к ним на полшага, это представление о том, что социальное связано с какими-то конкретными социальными ситуациями. У нас развалились социальные ситуации. Как устроена теперь социальная ситуация лекции? Люди, к несчастью, севшие на первые ряды, вынуждены делать вид, что слушают лектора. На вторых рядах они еще какое-то время могут имитировать эпизодическое внимание, но в остальном смартфон же гораздо интереснее. На третьих рядах, к слову, о фреймах и расстановке пуфиков, все очень различается между тем, сидите вы на жердочке, вас видно, и становится несколько неловко, или вы можете спокойно внизу проверять свои смартфоны. Вот, собственно, теория фреймов очень плохо адаптирована, как любая теория социального взаимодействия, к миру, где уже непонятно, как связаны взаимодействующие, и есть ли хоть какая-то ситуация, которая их по-настоящему объединяет. К миру, где никто не находится там, где находятся их физические тела. Вторая проблема – это, конечно, с социальным порядком. Опять же, возвращаясь к дронам, почему Томас Гоббс в этот момент хватается за голову. Параллельно с проектом по развитию беспилотного военного транспорта развивается проблема того, как судить военных. Опять же, юристы идут впереди социологов на полшага. То есть художники где-то на 5 шагов, а юристы на полшага. Потому что, понимаете, в чем сложность? Если дрон теряет связь с Невадой, он должен зависнуть и покружить над местом потери связи, а потом вернуться на базу. Но тогда, возможно, погибнут американские солдаты, потому что задание не будет выполнено, тактическое прикрытие не будет обеспечено. И выясняется в результате расследования парламентской комиссии, что дроны гораздо лучше справляются с заданиями, если им не мешают пилот и наводчик. Благодаря самообучающимся алгоритмам дрон может спокойно продолжить выполнять задания без всякого пилота-наводчика. Если потом связь восстановится, ну хорошо. А если не восстановится, он все равно его выполнит так, как он запрограммирован на его выполнение. Соответственно, уже несколько сот человек были убиты в автономном режиме. Машинами, которые принимали решение стрелять или не стрелять, исходя из своего алгоритма, а не, например, соображение исполнения приказа. Дальше, правда, большой вопрос, чем отличается солдат от дрона. И тот, и другой выполняет приказ, только один делает это лучше. Но тем не менее, мы все еще живем в том мире, где моральные ограничения предполагают юридическое преследование. Пока. Соответственно, ну, как бы, если мы продавим робота-судью, то, в общем, тоже не факт, что не будет. Соответственно, параллельно разрабатывается другой проект, который называется проект Skynet. То есть все-таки у военных разработчиков есть чувство юмора. Да? То есть назвать проект Skynet — это вот очень сильный омаж фильма «Терминатор». Но в чем он состоит? В том, что Big Data позволяет сейчас вычислять террористов. Ну, как кажется разработчикам. То есть мы точно знаем профиль поведения террориста с телефоном, когда он вытаскивает сим-карту, когда он меняет сим-карту, куда он едет и так далее и тому подобное. Буквально несколько недель назад узнал, как московские власти, которые пытаются работать с большими данными городскими, вычисляют тех, кто делает закладки с наркотиками. На всякий случай, я чувствую оживление в зале, не воспринимайте это как рекомендацию, но на всякий случай, слишком много поездок между спальными районами разными. Потому что все профили перемещения — это спальный район и центр, или центр-центр, или центр-спальный район. Один спальный район, другой спальный район, один спальный район, другой спальный район. Что-то траектория выглядит подозрительно, да? Не курьер ли ты часом? Соответственно, Skynet таким же образом, анализируя Big Data, должна вычислять террористов. И когда презентовали эту программу, сказали, сейчас еще немного, мы ее напрямую соединим с дронами. Так что, когда Skynet говорит, это террорист, вылетает дрон, и нет террориста. И как бы он точно не успеет никого взорвать. После чего случайно на одном из слайдов выпадает список людей, которые уже в красной зоне. И один из присутствующих журналистов встает, возможно, это байка, но мне пересказывали люди, которые там были, и говорит, вас не смущает, что у вас я там на 5-м пункте? Вы знаете, что это корреспондент Аль-Джазиры. А поведение журналиста, который интервьюирует террористов, подозрительно похоже на поведение террориста. И, возможно, в этот момент, если бы уже было соединено Skynet с дроном, то дрон бы уже висел над зданием, где презентовали бы Skynet. Проблема как раз в том, что у нас пока нет, на самом деле, алгоритма, который позволяет делегировать такого рода вещи техническим объектам. А нейросети пока не настолько развиты, чтобы технический объект мог дойти до этой стадии агентности и суверенного действия. Что не мешает об этом грезить замечательным технооптимистам. У нас полетел Томас Гоббс. Томас Гоббс исходит из того, что суверен не может быть машиной. Выясняется, что суверен может быть машиной. Нам нужна другая теория политического тела. У нас полетела теория фреймов и теория социальных ситуаций взаимодействия, потому что непонятно, где мы находимся тогда, когда взаимодействуем. А что произошло с теорией действия, просто страшно сказать. Что традиционно входит в понимание действия? С одной стороны, определение ситуации, ну, мы понимаем, что это лекция.
С другой стороны, реализация некоторого решения в этой ситуации. Вы садитесь в автомобиль, вы смотрите пробки и принимаете решение ехать туда-то. Соответственно, определение ситуации мы уже давно делегировали. Смотрите пробки не вы, а навигатор. Ну и, в принципе, если на секундочку подумаете, сколько вы сейчас помните на память телефонных номеров, да, вот старые люди вроде меня, еще 10 лет назад помнили по 15 телефонов. Да, сколько мы помним сейчас? Чаще всего один, свой, тот не всегда. Да, мы память делегировали первой. В принципе, любое устройство в приставке, которого есть Smart, это устройство, которое с определением ситуации справляется лучше вас. Реализация решения делегируется в более сложных ситуациях. Ну, классический пример – это игра. Вы обсчитываете ситуацию на доске, определение ситуации, принимаете решение, передвинуть ферзя и реализуете решение, передвигаете ферзя. Компьютер обсчитывает ситуацию на доске, принимает решение и передвигает пешку. Игра Go была последним оплотом, который не мог взять алгоритм. Все. Ли Седоль проиграл алгоритму AlphaGo. Это последняя игра, в которую человек все еще играл лучше. Надо сказать, отдать должное Международной Федерации этой игры в Go. Она присудила самый высокий дан компьютерному алгоритму. И сегодня официально чемпионом по игре в Go в мире является алгоритм. Это первый случай, когда честно поступили, да, вот присудили как надо, да, там не выясняли, есть ли допинг. В случае с вторым персонажем это Тая Кайл, которая разработала такой проект, который называется Smart Rifle, такой Uber для снайпера. Он помогает целиться, он рассчитывает силу ветра, он определяет ситуацию гораздо лучше снайпера человека. И не так давно на соревнованиях по снайперской стрельбе, вооруженная своей собственной разработкой Тая Кайл, девушка с плохим зрением, победила лучшего снайпера, победителя всех чемпионатов NRA, National Rifle Association, который был вооружен своей любимой боевой винтовкой. Что это означает? В случае с AlphaGo, понятно, у нас есть полное определение ситуации, делегированной машине, и реализация решения тоже делегировано машине. Но ничем не рискуем. Компьютер все считает сам, действует сам. В случае со Smart Rifle это не так. Все же здесь на спусковой крючок нажать придется вам. Но определение ситуации тоже полностью делегировано технике. С Google Car я уже рассказывал про ситуацию вот этого странного взаимного делегирования, когда алгоритм начинает притворяться человеком для того, чтобы снять с себя моральную ответственность за аварию. С дронами непонятно, потому что пока это, конечно, минимальное делегирование реализации решения, ими все еще пилотируют, но если действительно в какой-то момент будет принято и закреплено решение об автономизации дронов, то есть что им больше не нужны сенсоры, наводчики и пилоты, ну, мы столкнемся в ситуации войны в эпоху суверенных машин. Но там есть еще третья ось, которая всегда защищала теорию социального действия, которая давала надежду социологам, что можно обойтись без действующей техники. Это моральное оправдание. Дрон не может принимать судебных решений, дрон не может судить, и дрон не может быть судим. Черта с два. То есть, во-первых, мы выясняем в последней волне, что у нас уже на 5% выросло количество людей, которые оправдывают введение робота-судьи. То есть примерно половина Российской Федерации убеждена, что лучше пусть судит робот, потому что у нас при этом чуть просто больше половины Российской Федерации считает, что суды принимали бы в России более справедливое решение, если бы монетку подбрасывали. Да? То есть я, кажется, догадываюсь, какой они думают алгоритм будет в суде стоять. Но это как бы, ладно, полбеды. Но есть вторая проблема. Штрафы выписываются в автоматическом режиме. То есть вы нарушаете правила дорожного движения, о том, совершили ли вы в этот момент нарушение или нет, принимает решение не человек. То есть после этого можно много рассказывать про то, что социальные действия являются прерогативой человека. То есть вот я себе просто представляю, идет социолог, теоретик действия, наследник Макса Вебера, по улице и думает, нет, все же материальный объект не может обладать ни свободой воли, ни субъектностью, ни тем более смыслополаганием, да, поскольку социальное действие – это деяние, недеяние или претерпевание, внутреннее или внешнее, если действующий связывает с ним субъективно полагаемый смысл. И идет в этот момент оплачивать штраф, который ему выписал компьютер. Да, то есть, после этого можно все что угодно рассказывать. Таким образом, моральное оправдание, к сожалению, тоже падает. У меня не влез, видимо, текст, но я проще отошлю к рассказу Пелевина «Таблица наведения Савелия Скотенкова». Еще до расследования Мэтью Пауэрса, до слушания в Конгрессе об убийствах людей дронами в автономном режиме, до разработки Скайнета у Пелевина уже есть замечательный сюжет про то, как дроны должны уже сейчас думать, как морально оправдывать совершаемые действия.
Читал кто-то таблицу наведения Савельева-Котенкова? Или все, Пелевин — это уже не автор нового поколения, да? Там это в каком-то смысле социальная теория представлена лучше, чем она могла бы быть представлена в социологии. Таким образом, мы сегодня столкнулись с техникой, которая полностью соответствует канонам теории социального действия. Технологические объекты, особенно с программами самообучающимися, являются абсолютно автономными действующими субъектами социального мира, которые соответствуют всем базовым концептуальным параметрам развлечения. В чем проблема? Проблема состоит в том, что если мы с вами согласились только что с этим ходом и сказали «окей, черт с ними», то дальше в этот момент социологи материальности, которые изначально шли единым фронтом, говорят: простите, а кто все-таки действует, технический объект или алгоритм? В этот момент Латур выходит и делает, как всегда, магический жест рукой, говорит: никакой принципиальной разницы нет, любой материальный объект есть алгоритм, а любой алгоритм сам по себе материален. Почему? Потому что объект — это то, что может to object, да, оказывать сопротивление. Такие: стоп, да, то есть секундочку, то есть мы начинали с того, чтобы вернуть вещам вес, закончили в итоге тотальной пересборкой самого понятия социального, раскурочили всю свою столетнюю оптику социологической дисциплины, переопределили вообще, что считать социальным миром, и все для того, чтобы в конечном итоге перенести на все материальные объекты свойства конкретной узкой группы беспилотных автомобилей. То есть у нас теперь беспилотный пуфик, да, у нас беспилотное здание. Или тогда мы все-таки идем на дискриминирующие меры и говорим: окей, действующими объектами являются только те, которые с нейросетями и алгоритмами. Кажется, нет. Да? Вот на такой читерский ход социологи не пойдут. При этом сам Латур на это легко идет, потому что свою теорию действующих объектов предложил до того, как появились объекты на нейросетях. Для него ярким примером действующего объекта является берлинский ключ. Кто не знает, как эта дрянь работает? Это прусские ключи 18 столетия. То есть выглядит, например, так. Вот они, как правило, закрывают дверь в подъезд, то есть дверь дома, не дверь квартиры. Вы опаздываете на публичную лекцию. Ну, такое утопическое явление, но тем не менее. Так вы опаздываете на публичную лекцию, вы просто опаздываете на публичную лекцию. Давайте на работу. Вы выходите из квартиры, подходите к двери подъезда, прошу прощения, вставляете ключ, поворачиваете его, открываете дверь, но вытащить вы его не сможете, он вам его не даст вытащить. Вам нужно его протолкнуть через замочную скважину, толкнуть дверь, выйти наружу. Теперь вы пытаетесь вытащить ключ, он вам не даст его вытащить. Вам надо закрыть дверь, и только тогда он даст его вытащить. Да? То есть для того, что если хочешь оставить дверь открытой, оставишь в ней свой ключ. Ну или просто не выйдешь. Иными словами, говорит Латур, вот это там отличное исследование про такого рода действия ключей, состоит в том, что они действуют ровно настолько, насколько материальные объекты принуждают нас к определенного рода действию. В любой материальный объект, в пуфик, на котором вы сейчас сидите, и тем более в более сложные технические объекты, уже вписана некоторая программа, inscription, которая может иметь, с одной стороны, предписание, действуй так, да, не мой iPhone водой, так, это что называется prescription, а также жесткие ограничения. Закрой дверь, да, не закроешь дверь, оставишь здесь ключ. Вот это уже restrictions. Но кроме этого, черт с два, как всю эту терминологию потом перевести на русский язык. Другой пример такого же действия – это, вернее, свойство действующего объекта, то, что называется аффордансом, то, что он позволяет с собой сделать. То, насколько вы можете действовать при помощи данного объекта, насколько баллончик с краской позволяет не только, например, распылять краску, но и кинуть ее в проходящего полицейского. Аффорданс – это как раз материальное свойство вещей, которые связаны с их способностью к действию. Для Латура действие, по сути, сводится к делегированию. Да, мы что-то делегировали технике, мы делегировали ей расчет дороги, мы делегировали ей запоминание. Это то, что связано с аффордансами. Кликер позволяет одни действия и запрещает другие. И связано со сценариями их использования. Правда, вот этот термин он уже ворует у Мадлена Криш, но не так важно. И, конечно, художники здесь опять опередили. Да? Замечательный проект Педро Лопеса, про который написана не менее замечательная статья Дмитрием Булатовым, про Affordance++. Это вот такая штука, которая крепится на руку, только художник может так издеваться над людьми, но еще немного социолог. Для того, чтобы полностью изменить ваш привычный образ повседневного действия с материальными вещами. Вам крепят эту штуку и дают баллончик. Вы пытаетесь его встряхнуть, он сверху вниз. Он реагирует на импульс и начинает заставлять вас вот так вот встряхивать. Вы берете чашку для того, чтобы привычным образом протянуть ее к рту, потому что это уже является базовой привычкой вашего тела. В этот момент он дергает руку и заставляет облить того, кто стоит за вашей спиной.
Это проблематизация каждого телесного движения, которое достигается такого рода экзопротезом. Теперь каждое ваше движение требует от вас рефлексии. Как я действую в повседневной жизни, когда хожу по улице, когда беру чашку, когда достаю телефон. Я думаю, что его надо запрограммировать так, что каждый раз, когда рука тянется к телефону, он просто током бы бил, и все. И это было бы таким следующим, я думаю, вкладом сайенс-арта в социологию техники. Окей, говорим мы, хорошо, аффордансами, инскрипшенами и делегированием обладают не только технические вещи. То есть вроде как спасли, да, поворот к материальному. Сказали, нормально, значит, вещи повседневного обихода тоже действуют, хотя у них нет нейросетей. Но дальше вопрос-то, а почему, когда, вот, например, в нашу исследовательскую область, социологию архитектуры, приходит социолог техники, он сразу начинает писать про ключ, про лифт и про канализацию. Все, что видит социолог техники в любом материальном объекте, это технический девайс. И случается страшное, начинается тотальный раскол вот этого поворота к материальному на социологию техники, социологию вещей. Социология вещей как раз в этот момент начинает потихонечку от всего того, что ее породило, пытаться отойти в сторону ровно с теми словами, с которых Варвара начала сегодняшнюю лекцию. А как бы нам все-таки попытаться увидеть, как действуют вещи, которые при этом не являются камерой, кликером, проектором. То есть не технические вещи действуют, да, вот, ну, хорошо, говорит Латур, действуют. Аффордансы мало вам, что ли? Делегирование мало, потому что тогда они не действуют, они просто заставляют действовать вас. Если мы в этот момент производим радикальную перенастройку нашей исследовательской оптики и говорим вслед за Латуром, действовать это и есть заставлять действовать других, да, такая позиция менеджера среднего звена, да, то есть где действие сводится к тому, что ты кого-то заставляешь что-то делать. Но тогда мы теряем всю социальную теорию действия, да, не работает. Во-первых, не приобрели материальность, которую вы нам пообещали, говорим мы в этот момент как исследователи материальности, социологам техники. Во-вторых, показали активность и агентность только технологизированных вещей. Потом еще совершенно подлым образом распространили ее на все нетехнологические вещи, и такие довольные сидят и говорят, все материальные объекты действуют. Не все. Да, материальность оказалась растворена в отношениях делегирования, так же, как до этого была растворена в смыслах. И первые, кто это заметил, были как раз не социологи, а антропологи, которые поспешили сделать вид, что они никогда не участвовали в повороте к материальному. Это вот такие декабристы, которые открестились на следующее утро. То есть в 80-е мы шли все единым фронтом, социологи, антропологи, которые говорили, нам надо вернуть вещам вес, онтологический статус, нужно перестать относиться к ним как к пустым носителям значений социальных. Да? В 2010-е все-таки, ну, если все, что мы можем противопоставить репрезентации, это такого рода действия, из-за которых нам теперь любой материальный объект начинает казаться немножко техническим, то давайте мы тогда просто не будем возвращать вещам агентность. Да? Пошли назад в социальную теорию, возвращаем мертвого Вебера, каемся и говорим, окей, вот те, кому интересно, пусть возвращают вещам агентность, а нас обманули. Вот, собственно, Бюхле один из таких авторов, который, во-первых, старательно из своей книжки «Антропология архитектуры» вычеркивает имя Латура теперь, оно стало немножко матерным. Я рад, что в кои-то веке художники, значит, обратили внимание на Латура, когда мы начали его слегка забывать. С другой стороны, именно из-за этого обман. Ну, потому что объективно обман. Никакой агентности вещам не вернули. Вернее, вернули, а потом сказали, что только техническим вещам и вообще действуют не материальные объекты, а алгоритмы. А все остальные просто создают вам условия для комфортного сидения. Что, не действует, что ли? Действует. И заканчивает он очень любопытным текстом, посвященным руинам. В попытке схватить принципиально другую концептуализацию того, что такое действие вещей. И надо сказать, что есть одна характерная особенность у социологической теории. У нее есть один автор, который успел понаписать все, что потом переоткроют через 100 лет. Это Георг Зиммель. Проблема только в том, что он написал так много и настолько не связанных между собой текстов, что все время кажется, что это разные люди писали. Причем они все противоречат друг другу. Да? То есть он перед смертью написал в записной книжке, что мое наследие как разменный чек. Каждый вкладывает свою долю в свое предприятие, забывая, чем обязан, значит, исходному наследству. Но вот как раз у Зиммеля есть замечательные работы, которые как раз говорят о том, что нужно увидеть агентность материала, а увидеть его можно только в руине. Для того, чтобы понять, что такое субъектность вещи, нужно не делать вид, что пуфики тоже оснащены нейросетями и распространять на них всю логику социологии техники. Нужно понять, что значит для вещи умирать. Лучше всего это видно в руинах. Материал действует, говорит он, не тогда, когда архитектор подчиняет его своей воле. Архитектор, подчиняя материал своей воле, лишь достигает некоторого пакта, компромисса, договора между действующим материалом и собственным
социальным замыслом. Ну, в скобках социальным, потому что для Зиммеля все замыслы социальные по определению. Лишь в тот момент, когда здание начинает рассыпаться, добавим мы в тот момент, когда техника ломается, лишь в тот момент, когда приборы, к которым мы привыкли, отказывают, в этот момент мы по-настоящему понимаем, как действует материальный объект. И здесь мы возвращаемся к принципиально иной интуиции материальности, той самой, которая есть на натюрмортах Vanitas Vanitatis. Это мертвые объекты. Здесь есть только один по-настоящему действующий объект – это стол. Вот стол здесь действует, вот он функционален, вот он работает по латуру. Все остальные объекты не действуют, но тем не менее обладают куда большей субъектностью и материальностью, чем стол. Мы не видим стола в тот момент, когда смотрим на этот натюрморт. Мы видим мертвые объекты. Если мы не искусствоведы, которые, конечно, сразу видят символ упадка, да, гниения, пустоты жизни, бренности земных наслаждений и так далее. Как такого рода интуиция, прекрасно схваченная и в современном, и в классическом искусстве, может работать на прояснение того, что значит вернуть вещам вес. Как она может работать, предложив другую интуицию того, что такое действие вещи. Не техническое действие вещи, не агентность беспилотного автомобиля, а агентность принципиально другого рода. В каком смысле агентность умирания. Поэтому я страшно обрадовался, когда увидел инсталляцию Майка Нельсона, которая называется «Руина», «More Things». Выдернутые из своего контекста материальные объекты, разрушающиеся, теряющие, казалось бы, на первый взгляд свою субъектность, именно в этот момент оказываются по-настоящему онтологически значимыми. Именно поэтому сегодня социологи архитектуры гораздо больше изучают руины. И те, кто еще недавно начинали движение «Поворот к материальному» или онтологический поворот, с криками «давайте вернем вещам статус субъектов, вернем им онтологический вес и статус», сегодня раскалываются на тех, кто сделал это, использовав метафору техники и перенеся ее на все материальные объекты. А здание – это тоже техника. И на тех, кто пытается найти новую интуицию материальности объекта, для того, чтобы снова сделать его субъектом социального мира, но иначе, не растворяя в тех алгоритмах, инскрипциях, предписаниях и делегированиях, которые с ним связаны. Спасибо за внимание.